Привет, друзья! Ни левого, ни правого Эммануэля Макрона считали темной, непредсказуемой лошадкой президентских выборов во Франции 2017 года. Внимание к его персоне привлекла личная жизнь кандидата, скрытность его биографии и весьма неожиданное появление на политическом Олимпе. По итогам народного голосования, состоявшегося 7 мая 2017 года, Макрон стал президентом Французской Республики. А за время его президентства разгорелось немало скандалов, известных на весь мир. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. Далее мы расскажем, как живет Эммануэль Макрон и сколько он зарабатывает. Эммануэль родился 21 декабря 1977 года в городке Амьен, что в Северной Франции. Его родители были людьми от науки. Отец, Жан-Мишель Макрон, профессор неврологии, преподавал в университете Пикардии. Мать, Франсуаза, доктор медицинских наук. Почти все школьные годы Эммануэля прошли в местной христианской школе. В старших классах он перевелся в элитный лицей имени Генриха IV. Окончив его, он начал изучать философию в университете Пари-Нантер. Затем изучал связи с общественностью в Парижском институте политических исследований. С 1999 по 2001 был личным помощником философа Поля Рикера, а в 2004 году стал выпускником Национальной школы администрации. Официальная карьера будущего политика началась с должности финансового инспектора при Министерстве экономики в 2004-2008 годах, куда его пригласил президентский советник Жак Аттали. Затем он поступил на службу в инвестиционный банк Rothschild & Company. Политическая жизнь Макрона началась еще в 2006 году, с момента вступления в Социалистическую партию Франции, где он состоял на протяжении следующих 3 лет. Хотя, как отмечает ряд французских изданий, вступление в партию было формальностью. Макрон не платил членские взносы и не участвовал в мероприятиях. В 2012 году у Макрона появляется новое место работы – Елисейский дворец, и новый шеф – президент Франсуа Олланд. Он замещал его главного секретаря. На этой должности Макрон проработал до июня 2014 года. 2 месяца спустя он получил портфель министра экономики и в 36 лет стал самым молодым министром Франции. Будучи главным человеком в сфере экономики, Макрон принял ряд законов и поправок, в том числе принятый 6 августа 2015 года знаменитый «Закон Макрона», название которого полностью звучало как «Закон для экономического роста, активности и равенства шансов». Документ предусматривал ряд поправок, касающихся торговли, транспорта, строительства малого бизнеса, деятельности адвокатов. Например, закон Макрона разрешал магазинам воскресную торговлю 12 раз в году вместо предусмотренных законом 5, а в туристических районах ограничения и вовсе были сняты. Также в документе шла речь о создании сети дешевых междугородних автобусов, либерализации свободных профессий из области права, адвокатов, нотариусов, оценщиков, судебных исполнителей, которая была призвана снизить тарифы на их услуги. Документ был воспринят неоднозначно и вызвал массовые протесты. А ровно через год Эммануэль Макрон создал свою независимую партию и назвал ее просто «Вперед!». Осенью 2016 года, как лидер партии, он баллотировался в президенты. Готовя предвыборную программу, молодое политическое дарование попутно написало книгу «Революция», обстоятельно излагавшую его предвыборную программу. Издание быстро раскупили и возвели в ранг французских бестселлеров. Эммануэль Макрон боролся за пост главы Франции в первом туре президентских выборов в апреле 2017 года. По результатам голосования он и Марин Ле Пен перешли во 2-й раунд. Причем Макрон лидировал с 24% голосов против 22% у Ле Пен. Он был единственным кандидатом из умеренных, ратующим за сохранение Евросоюза и полную реформацию политического аппарата Франции. СМИ окрестили Макрона ставленником Ротшильда. Об острых вопросах внешней политики Эммануэль Макрон говорил следующее. Франция не может позволить, чтобы, например, США диктовали ей, как вести международную политику. С Россией мы должны иметь независимый и постоянный диалог. По итогам 2-го тура президентских выборов, состоявшегося 7 мая 2017 года, Макрон получил 66% голосов избирателей и стал новым президентом Французской Республики. Всю Францию заинтриговала личная жизнь молодого внесистемного кандидата с собственным политическим движением.
Представительный и харизматичный мужчина везде появляется со своей женой Бриджит Транье, по виду годящейся ему в матери, она старше Макрона на 24 года. Он влюбился в нее еще 15-летним школьником во время обучения в провинциальной христианской школе. Она была его учительницей по французскому языку. Замужняя дама, мать 3 детей, навсегда забрала сердце Эммануэля. В 17 лет он набрался смелости и признался ей в своих чувствах, пообещав жениться. И сдержал свое обещание. В 2007 году учительница французского языка развелась с мужем и вышла замуж за бывшего ученика. Что бы ни говорили злые языки, пара уже отметила 13-ю годовщину своего брака. Своих детей у Макрона нет. Так получилось, что он стал отчимом своим ровесникам. Зато политик с удовольствием нянчится с внуками своей жены. Конкуренты Макрона поговаривают, что лидер партии «Вперед» – гомосексуалист. Среди его соратников отыскали немало активистов ЛГБТ-движения, к примеру, мецената Пьера Берже, а самого Макрона обвиняют в интимной связи с президентом Радио Франс Матье Галле. В 2018 году издание Forbes включило Макрона в список влиятельнейших людей планеты, поместив его на 12-е место, в отличие от его предшественника Франсуа Олланда, который занимал там 23-ю строчку. Летом 2018 года, во время правления Макрона, во Франции произошел политический кризис. Причиной послужило избиение молодым советником президента Александром Беналла одного из демонстрантов, вышедших на первомайскую демонстрацию. К концу года ситуация переросла в массовые протесты движения «желтых жилетов». Изначально протестующие выражали несогласие с повышением цен на нефтепродукты и, как следствие, на топливо. Макрон ввел в стране чрезвычайное положение. Тем временем движение стало набирать силу, и уже к началу 2019-го в список требований протестующих добавилась отставка президента. Протестующих поддерживают некоторые лидеры левых, центристских и правых партий Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон за последние несколько дней стал главным объектом нападок со стороны мусульманского мира. На огромном пространстве от Марокко до Пакистана проходят массовые антифранцузские демонстрации, звучат гневные заявления политиков, в СМИ публикуются карикатуры, изображающие французского лидера в виде дьявола. Глобальная кампания в соцсетях с хэштегами «Бойкот France Products» и «Бойкот France» «Бойкотируй французские продукты» и «Бойкотируй Францию» охватила более десятка стран. Причина тому – реакция президента Франции на жестокое убийство учителя истории Самуэля Пати. 16 октября 2020 года он был публично обезглавлен 18-летним беженцем чеченского происхождения за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Макрон безоговорочно занял позицию погибшего, охарактеризовав его как лицо республики, который своей деятельностью отстаивал право французов жить как сообщество свободных граждан. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они его никогда не получат, говорил он. Смерть Пати президент назвал актом терроризма, пообещав, что народ Франции продолжит защищать свободу слова и не откажется от оскорбляющих мусульман карикатур. Во Франции президент Эммануэль Макрон, глава государства, обладает большей властью, чем глава правительства, премьер-министр Эдуард Филипп. Но оба они получают одинаковую зарплату – $220 505, которая более чем в 5 раз выше, чем ВВП Франции на душу населения. Как следует из результатов проверки имущественных деклараций кандидатов в президенты Франции в 2017 году, проведенной ведомством по обеспечению прозрачности общественной жизни, Эммануэль Макрон не владеет никакой недвижимостью. Кроме того, Эммануэль Макрон имеет банковские вклады на общую сумму в 120 тысяч евро, а также выплачивает кредит, размер которого составляет 350 тысяч евро. В 1981 году левый французский премьер-министр Пьер Маруа заявил: «Республике не нужны дополнительные резиденции», давая понять, что для главы государства вполне достаточно и Елисейского дворца. Тем не менее, у лидеров Франции все же сохранилась альтернатива пребыванию в Париже – замок Форт-де-Брагансон на Лазурном берегу. Жак Ширак считал ее скучной тюрьмой, а по мнению Франсуа Олланда, побывавшего там лишь однажды, крепость не способна защитить приватность частной жизни от внимания журналистов. Однако Эммануэль Макрон и его супруга реабилитировали Форт-де-Брагансон. Французская пресса сообщила, что по заказу президентской четы в замке появится съемный бассейн. Стоимость работ оценивается в 34 тысячи евро. Но в действительности это скорее мера экономии, поскольку в настоящее время чуть ли не вдвое больше средств тратится на отряд жандармов, охраняющих президентский пляж.
В замке есть две башни – донжон, где расположен рабочий кабинет президента, и так называемая Западная башня, образующая единый комплекс с главным зданием. В ней размещены личные апартаменты главы государства, гостевые комнаты, столовая, приемная. На территории резиденции разбит сад. Кроме того, замок оборудован вертолетной площадкой. В описании Фор де Брагансон упоминается беседка, с которой открывается вид на скалы, море и пляж. Вот такой он, президент Франции. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.